Princess, this way, please. Wow, that's a pretty snazzy performance there. I'm Sonic. Sonic the Hedgehog. Любой фанат Соника и даже, возможно, обычный геймер наслышан о трагедии Sonic the Hedgehog 2006. Игра, на которую было возложено больше всего надежд, больше всего амбиций и масштабов. Игра, что должна была стать настоящим Sonic Adventure 3 и переплюнуть все предыдущие игры по количеству играбельных персонажей с разными геймплейными механиками, с треском провалилась из-за плохого руководства и жестких дедлайнов. Sega хотела, чтобы их свеженькая игра уже лежала под елками юных геймеров в рождественскую ночь, а разработчики еле успевали доделывать анимации. Игра получила разгромные рейтинги как от критиков, так и от игроков, так и от преданных фанатов. Мое же мнение касаемо этой игры крайне непопулярно. Ведь она мне нравится. Да, я прекрасно вижу ее недостатки. Плохая коллизия, сырые анимации, недоработанные персонажи, плохие катсцены, сюжет также недоработан. Хотя кроме странной любовной линии он вполне нормальный. Мефилис так по сей день чтится фанатами как один из лучших злодеев в Сонике. Мне понравилась эта игра. Я увидел в ней гадкого утенка, которого все только пинали и обзывали, и очень захотел помочь ему. Но, увы, никак. Однако нашлись люди, которые также разделяют мое мнение и также хотят помочь этой игре. И помогают! Отгремевшие пару лет назад порты уровней за авторством команды Мефа, знаменитого фаната 06, не особо завирусились и были встречены прохладно, а в случае с Crisis City так вообще получилось хуже, чем оригинал. И вот, в апреле этого года некий Chaos X наконец выпускает свою версию 06, сделанную от чистого сердца на Unity, в которой автор решил не просто перенести основу игры и пару персонажей, но и доработать их, добавить новых фишек и починить сломанное. И давайте же посмотрим, удалось ли ему, или же оригинал ничто не спасет. Начнем с того, что игра предлагает расширенные графические настройки, коих в оригинале и вовсе не было. Вы можете выставить себе motion blur, хорошие текстуры, освещение и тени. Игра даже будет выглядеть как современная, но будьте готовы к сильной нагрузке на вашу видеокарту. Даже такая старая игра, как 06, с новыми тенями может тормозить. Я же рекомендую выставить скромные настройки, дабы сгладить фреймрейт до 60 и получить полный экспириенс. В настройках игры вы можете добавить то, до чего Sega в реальности додумалась лишь в следующей игре после 06 — таргет хоуминга. Не сказать, что хоуминг 06 был плох, вовсе нет. Почти всегда вы точно попадали в цель, а отскок после атаки помогал дальше спланировать свои действия. Но все же иногда можно было промахнуться или вовсе не понимать, сработает хоуминг сейчас или нет. С таргетом дела становятся в разы лучше, ведь вы прекрасно понимаете, кого сейчас атакуете. По моему мнению, это одно из ключевых нововведений, отлично дорабатывающих игру. Далее изменения видны уже на экране выбора персонажа, ведь выбрав Соника, тот сделает уникальную анимацию, которой в помине нет в 06. На мой взгляд, это уже неплохое дополнение, чем-то напоминающее Heroes, где при выборе команды персонажи также вставали в позу. На выбор имеется всего 2 уровня, если вам не скажут, то вы подумаете, что всего один, ведь Kingdom Valley находится очень далеко внизу, за закрытыми уровнями. Первым доступен Wave Ocean, и с улучшенной графикой и отсутствием мыла он даже преображается. Хотя с мылом на PS3 у меня никогда проблем не было. Буквально приземлившись на твердую поверхность, вы наконец понимаете главное отличие этой демки от самого 06. Скорость! 06 — это очень неторопливая тягучая игра, где лишняя скорость, как правило, наказуема. Персонажами тяжело управлять, когда они быстрые, приземляются они медленно, будто в молоке. Все неспешно и размеренно, и мне, в принципе, нормально. Мне нравится этот медитативный геймплей и тягучесть всего происходящего, однако в то же время я понимаю, что для игры про Соника это не подходит. И Unity решает эту дилемму на корню, делая все быстрым. Движения быстрые, прыжки быстрые, приземления быстрые, а самое главное, это вполне хорошо управляется, в отличие от оригинала. Черт, да даже скоростные секции теперь легко проходятся даже на максимальной скорости, и именно за счет большей управляемости персонажа. Забегая вперед, скажу, что ту смешную анимацию
анимацию прыжков с объекта на объект из оригинала автор починил. Хвала! А далее весь геймплей за Соника в принципе остался прежним. Все его приемы на месте, а некоторые даже доработаны. Например, Spin Dash в 06 был самым бесполезным занятием из всех возможных. Вам приходилось сначала долго зажимать кнопку на месте, а потом резко как понос лететь куда-то, и все это было жутко неуправляемо. Попробовать попасть во врага в таком состоянии было тем еще развлечением. Здесь же, при малейшем нажатии на кнопку, еж сразу же примет форму клубка и покатится быстрее, что, во-первых, удобно, во-вторых, полезно. Зажимать кнопку, если что, вы также можете. Прыжок после подката из второго адвенчура был очень красивым трюком, и его было весело делать. Непонятно, почему про него больше никогда не вспоминали ни в одной следующей игре. Однако в этой демке он снова есть, и выглядит круто. Им даже можно убивать врагов, но это не всегда практично. Lightspeed Dash в оригинале был выставлен на ту же кнопку, что и Stomp, и из-за этого можно было легко вместо пачки колец словить гейм-овер от прямого падения в яму. Здесь же Lightspeed поставлен на отдельную кнопку, а радиус его действия значительно увеличен по сравнению со всеми, мать его, играми Соника вообще, где вы должны были чуть ли не в самих кольцах находиться, чтобы, дай бог, он сработал. В то время как в этой демке на Unity вам достаточно лишь быть рядом с ними, и все. Он идеально притягивается, делает это быстро и практично. Очередной плюс порту, который смог сделать лучше, чем вся франшиза. Скольжение на рельсах осталось без изменений, хотя мне кажется, что ускорение после прыжков стало больше. И наконец последний аспект геймплея Соника — это гемы, камни, дающие различные силы, а в общей сути в оригинале были совершенно бесполезны, кроме разве что красного, с его помощью можно было замедлять врагов, и все в итоге становилось еще медленнее. Все гемы в полном составе и даже больше присутствуют в демке. Всех их описывать долго, у некоторых улучшен либо визуал, либо эффективность, но в целом они остались прежними. А вот новый, радужный, это уже новинка. Во-первых, он секретный. Чтобы он только появился, вам потребуется пройти один из уровней на ранг S, чего я до сих пор не знаю, как сделать. Во-вторых, он находится в секретном месте, и без пива и ютуба так просто не найдешь. И в-третьих, это Супер Соник. Это, мать его, Супер Соник, которого на обычных уровнях, естественно, не было. Работающий по всем правилам Супер Соника и обладающий своими атаками. Пожалуй, такого не мог ожидать никто, и, естественно, это еще раз идет в копилку плюсов этой демки. По ходу прохождения уровней вам повстречаются ваши друзья, которыми на некоторое время вам предстоит управлять. На Вейвоушене Сонику спешит на помощь Тейлз, и уже на нем невооруженным глазом видна целая куча нововведений. Обо всех по порядку. Первое. Шкала выносливости, подобной Сильверской, тратящейся во время полета. Однозначно необходимая вещь, здорово улучшающая геймплей и помогающая четко понимать, когда Тейлз устанет, что в оригинале было довольно проблематично. Второе. Удар хвостом. Когда я впервые играл, я и значения это не придал, но поиграв в 06, понял, что там этого не было, и был просто в шоке. Как? Этот чувак смог догадаться, а целая команда разработчиков из Sonic Team нет? Очередное отличнейшее нововведение, делающее Тейлза намного более практичным персонажем. И, наконец, третье. Прицел и хоуминг капсул на врагов. Я даже комментировать не буду, это просто Оскар. Просто Оскар. На Kingdom Valley вы встретите Сильвера. Что примечательно, из меню поиграть за него вы не можете. А по ходу уровня Соника да. И давайте также разберем его по пунктам. Первое. Он, блять, быстрый. В 06 Сильвер был одним из самых медленных персонажей. Он ходил медленно, прыгал медленно, приземлялся тоже. Здесь же его скорость равна чуть ли не скорости Соника, что также является плюсом. Второе. Анимация ускоренного полета. Вот за это надо вновь вручать Оскар, ведь мало того, что персонажа сделали быстрым, так еще и вручили уникальную красивую анимацию. Великолепно! Третье. После рывка в прыжке вы не теряете скорость и не падаете как мешок с 0.6, а продолжаете свое приземление, сохраняя скорость. Четвертое. Телекинетический фаербол при зажатии атаки также является нововведением, и тем не менее полезным я его не нашел. Обычных роботов сбивают хорошо, но вот уже для тех, что потолще, это вряд ли сгодится. И пятое. Вес поднимаемых вами объектов был незначительно увеличен, вследствие чего ящики и прочие объекты уже не ведут себя так, как будто они сделаны из картона, и крутятся как сумасшедшие, а четко висят в воздухе, как объекты, имеющие вес. Однозначно плюс.
Увы, демка может похвастаться не только плюсами, но и минусами. Например, встречается баг, при котором ящики или ступеньки, которые Сильвер ставит телекинезом, могут просто не появиться. И вы можете полчаса подбирать нужный угол в надежде, что в итоге это произойдет. Подводя итог из вышеперечисленного, можно с уверенностью сказать, что Chaos X и его команда проделали огромную работу в доведении 0.6 до ума. Игра стала быстрее, динамичнее. То, что в ней не работало, стало рабочим. Она похорошела графически, геймплейно. В нее приятно играть и получать удовольствие. Персонажи, что раньше воспринимались как недоработанными и ненужными, стали более полезными и эффективными. Такие мелочи, как плохая коллизия и медленные приземления после бустпадов остались, но на них уже не обращаешь внимания. А на что обращаешь, так это на ту любовь, с которой была сделана эта демка, и все эти шикарные нововведения в ней присутствующие. Лучше ли она оригинала? Да. Однозначно, даже спора нет. Sonic 2006 — это самая настоящая трагедия всей франшизы. Самая амбициозная и масштабная игра по итогу вылилась в неготовый сырой продукт, отчаянные фанаты которой и по сей день пытаются доработать ее. Однако лично мне вполне заходит и тот, и этот вариант. Я просто люблю эту игру. А вот уже вы решайте сами. Ссылки будут в описании. Качайте и пробуйте. А с вами был Сумочкин. И помните, 0.6 — это жизнь. 0.6 — это любовь.